Итак, сегодня мы будем делать прививку за кору. У нас подвой 54118 и прекрасный сорт Red Katy. Вот такой вот. Первым делом мы, конечно, протираем наш подвой в том месте, где будем делать прививку. Дальше одеваем защитные перчатки. Поскольку острый инструмент, как бритва, инструмент обрабатываем спиртом для дезинфекции. И тряпочкой протираем. Дальше срезаем, вот предположим, вот здесь подвой. У нас, соответственно, вот здесь вот кора, а ее подрезаем. Вот таким образом ставим нож, углубляемся в кору и делаем повороты налево и направо. Вот тем самым отделяя кору от древесины. Но также мы можем это сделать ножом специальным. То есть вот у нас прививочный нож. Здесь есть вот такая вот часть. И мы можем также отодвинуть кору, раздвинуть. Что мы делаем дальше? Вот у нас сортовой черенок Red Katy. Мы делаем срез вот такого вида. Это не обязательно делать Sony G60 секатором. Это также можно сделать ножом. Вот так вот взять. Вот так вот взять. И на себя движение. Вот так разводя локтями. Вот, но мы делаем это для удобства. Так, оставляем 2-3 почки. Очень много не надо, потому что сил может не хватить у растения на столько. И еще интересный момент, что вот здесь вот мы обрабатываем, чуть-чуть срезаем кору, вот так вот, буквально поглаживаниями такими с краев. Вот там, где будут как раз соприкасаться черенки. Чуть-чуть вот так процарапываем чуть-чуть. И дальше мы, конечно, здесь очень маленький подвой. Это делается с большими деревьями. Но вот для примера просто покажу, что мы вставляем вот таким образом кору. Ну, кора должна быть толстая. Соответственно, это будет намного проще сделать. И приживаемость будет хорошая. Так, и прививочной лентой мы плотно заматываем прививку. То есть прижимаем. И здесь вот переходим. Главное, основная идея заизолировать. И не забываем про то, что обязательно кончик среза нужно обработать садовым варом. Иначе черенок может подсохнуть. Итак, это у нас за кору Red Katy сорт. И это мы обязательно подписываем. Так, 29 мая. У нас ревизия прививочки за кору Red Katy сорт. Давайте посмотрим. Во-первых, сразу бросается в глаза то, что наш привой очень хорошо пошел в рост. Единственное, что нам вот здесь 3 почки было, и все 3 проросли, и уже вот все растут вовсю. Единственное, что нам не нужно 3 ростка, нам нужно только самый сильный из них. Поэтому обламываем
нижние, оставляем верхний росточек, вот этот. И, соответственно, разрезаем пленочку для того, чтобы посмотреть, как произошло срастание. Давайте посмотрим. Пленочку снимаем. За кору метод. Срастание произошло прекрасно. 26 июня. Вот результат прививки за кору. Вот посмотрите, прирост для Ленобласти этого времени максимальный. Очень хорошо прижилось. Соответственно, соков было достаточно. И вот такой вот вытянулся уже росточек. Вот само место прививки. Естественно, ниже прививки, вот росточек. По двое мы убираем. Это у нас Red Cat, он красный сорт. То есть такой же красный, как подвой. Вот. Посмотрите, пожалуйста, место срастания. Вот такое вот. Вот. Прижилось очень легко и хорошо. Прививку советую. Она одна из самых эффективных. И подходит даже для новичка.